Приветствую всех на канале Белая Ворона. Меня зовут Алина. Как вы, наверное, уже догадались по названию, сегодня праздник, 8 марта. В празднике я стараюсь по возможности сбежать из города, подальше от этого шума, от городской суеты, куда-нибудь в лес, в горы. Решилась, собралась и пошла. У нас как раз на выходные, на 8 и 9 марта немного потеплело, но как у нас только теплеет, у нас прям очень-очень сильный холодный ветер. Снег валит и валит уже несколько дней. Март у нас считается зимний месяц, Сибирь как-никак. Я иду в свой любимый город Светлый. Но что будет дальше, вы узнаете из этого фильма. Идти крайне тяжело, так как снега много навалило, а следов никаких нет. Сначала подъем 3 километра, потом небольшой спуск, потом снова подъем. Единственный минус в таких походах зимних: идешь в гору весь мокрый, спотеешь. Я, конечно, пытаюсь подраздеваться, но все равно вся мокрая. А потом останавливаешься, и такой ветрина сильный. Я сразу остываю, замерзаю, я очень мерзлявая. Сказать просто, что я мерзлявая, это ни о чем не сказать. От места старта до грота идти 11 километров. Я прям иду с наслаждением, реально наслаждаюсь, мне так хорошо. Кстати, встретила 3 лыжников, 2 девушки и парень. Тоже 8 марта проводят в лесу, не одна я такая. Снег, ледяной ветер сильный, реально очень-очень холодно. Вот паучок. Весну почувствовал, однако. Очуметь. Давай, иди. Залазь. Опа. Надеюсь, его ветром не сдует отсюда. Вот еще один. Этот, кстати, достаточно бодренький такой. Сейчас я его тоже на дерево посажу. Рано вы проснулись, морозы будут еще. Такая погода мрачная. И все равно птички уже чувствуют приближение весны. Здорово как. Приятно птицу слышать. Остановилась чай попить, замерзла вообще. Спряталась тут под пихту. Думала, хоть немножко, может, от ветра укроет. Ничего подобного. Ой, хорошо, чай горячий. Обняла свое любимое дерево. Я его совушкой зову, потому что немножко похоже на совушку. Снизу там такие, как будто глаза выделаны. Так и назвала его совушка. Люблю его обнимать. Силу дает, энергию, настроение поднимает. Что-то сегодня устала, капец. Но все равно это стоит того, чтобы идти в лес. Особенно в праздники надо уходить куда подальше. А то там все кричат, шумят. Не люблю я это все. Вот здесь хорошо. На таком старом пне. Так интересно, усная выросла. Как отдельно стоящее деревце такое, мини. Нереальная красота. Слышите птиц? Я на хребте. Такая пурга снежная. Фух. Может, сейчас пройдет. Вот там так вороны красиво летают. Вон и грот виднеется. Вот он.
местами снега очень-очень много. А где-то на хребте есть и такие места, где совсем его сдуло и практически нет. Тяжко идти, он еще такой твердый. То ли проваливается, то ли нет. Не знаю, сейчас провалюсь я или нет. Да нет, не провалилась. Думала, хуже будет. Ага, зато здесь вон все, колено. Ой, блин. Ёшкин кот. Опа. Опа. Да. Весело идти. Опять провалилась. Стою над гротом. Мне сейчас очень-очень круто вниз спускаться. Вот он мой гротик, вот он мой любимый. Красавчик мой. И дерево старое. Там, кстати, кормушка теперь висит для птицы. Я им принесла корм. Правда, его завтра уже насыплю. Сейчас уже вечер. Ну, привет, Грот, привет. Сегодня я ночую у тебя. Подхожу. Батарея у меня вообще садится. Сейчас вырубиться может. Наконец-то сняла рюкзак. Ой, прям залетаешь. Телефон полностью сел, вообще прям вырубился в ноль. Так что не знаю пока, как у меня съемка будет протекать. Маленько хочется передохнуть, чай попить, но уже начало 7-го. Я 4 часа шла, это вообще какой-то капец. Из-за того, что снега много, из-за того, что метель. Местами там вообще было сложно пройти. Короче, вот так вот. У меня уже тут мега костер. Телефон опять вырубился, вообще все. И я его не могла включить. Пока он залежался, костерок вот такой мега огромный сделала. Такую дровину огромную положила. Вот такой вид. Пока еще светло, можно что-то показать. Пурга там так и идет, вон видно снег. У меня сейчас задача вот эти вот бревна, это у меня стройматериал на всякий случай стоит, может что-то делать буду. Убрать, здесь разгребсти место под палатку, поставить палатку, пока еще не потемнело. Первым делом костер, чтобы маленько обсушиться, хоть да погреться. Сегодня буду костер жечь по-страшному. Дрова просто так будут улетать у меня. Благо я сама их таскала, могу жечь. Для этого и таскала, чтобы в такие холода была возможность ночевать, не замерзать насмерть. Поставила воду, заварю либо лапшу, либо у меня гречневая каша есть, тоже заваривается, которая по-быстренькому, чтобы кушать уже хочется. Вот такая у меня вкусная еда.
ужин мой. Гречка с маноезиком, икра минтая, лучок, огурчик, помидорчик и чаек. И попозже чуть-чуть сделаю картошку на шампуре с майонезом. Поставила я палатку. Все хорошо. Лень сегодня дрова пилить. Вот так делаю. Прибегаю к этому способу иногда, когда либо лень, либо некогда. А у меня и то, и другое сегодня. Тут у меня еще беспорядок пока. Я еще не разобралась. Мыши похозяйничали. Тут у меня калоши. Я сейчас переобуваться буду. Ноги вообще все сырые до сих пор. Хожу в них мокрых. Надо переобуться, просушиться. Сегодня даже луны нет. Ни звезд, ничего. Вообще тьма. Просто из грота выглядываешь. И просто тьма. Вот когда фонарем освещаешь, видно ближайшие кусты. Ветер, конечно, там жуткий, прям реально жуткий. Такие порывы. Хорошо сюда временами только задувает. Люди приходят, все сжигают. Палку для котелка сожгли уже, наверное, не знаю в который раз. Палка у меня такая хорошая для костра была. Причем она долго была, не сжигала ее никто. Сейчас пришла, все сожгли. Кто-то был сегодня, видимо, потому что кострище было такое, знаете, вот когда совсем близко руку подставляешь, еле-еле теплится. Кто-то был и даже не записались в книге записи. Моему приятелю, который следит за двойным гротом, изба в двойном гроте, у меня есть съемки там. У него там череп медведя был, тоже украли недавно. Я вообще сильно расстроилась, когда узнала это. Ну что за люди? Сейчас картофанчик почищу, нарежу дольками, смажу майонезом и запеку. Ну, погодка. Здесь вам слышно? Кстати, майонез беру сметанный. Живая еда называется. Вредный майонез никогда не беру. И майонез беру только в походы, я уже говорила. Так я его в жизни не ем. Теперь главное следить, чтобы она не сгорела. За облаками или за тучами луна пытается проглянуть, но пока не видно. Вон какая красота. Если приглядитесь, там даже луч от нее видно. О, появляется. Вау, такой ветер сильный, что так быстро тучи сгоняет. Поймала момент. Класс.
Горячая. Ну такая вкусная вообще прям. Пропеклась все как надо. Сейчас я тарелочку сниму. Просто шикардосный костер. Сухие наденем. Вот хорошо. И галошики. Ой, хорошо. Вот в такие моменты ценишь всякие мелочи жизни. Когда идешь в походик, там простые банальные вещи кажутся чудом. И так хорошо, что это есть. Приятно это ощущать. Тепло от костра, сухие ноги. Такие простые вещи, которых дома в обычной жизни не замечаешь. Пыталась чайные свечи вот так вот везде зажечь, но витрина такое, что сдувает. Вот одна там в уголочке стоит в таком углублении. И вот здесь у меня еще. До сюда ветер не добирается. Вот эту задул. Такие свечки. Когда-то еще с Анапы привезла, они с ракушками в таких маленьких стеклянных стаканчиках. Принесла их сюда. Красивые такие. Тут у меня, кстати, коллекция камней, кто не видел и не знает. Привезены с разных мест, подписаны и стоят у меня здесь в гроте. На такой специальной полочке, которую я сделала сама. Время, наверное, уже где-то около 10. А я сижу, балдею. Посмотрите, как ветер быстро гонит тучи. В общем, красиво так. Ну что, народ, у меня тут не жизнь, а сказка. Чай и конфетулечки. Три бревна, два внизу, одно сверху, типа маленькой Надии. Свет тут пыталась настроить вот все, что мне удалось более-менее настроить. Я надела самые-самые теплые носки, укутала ноги еще в кофту теплую, которая у меня здесь в гроте есть, я ее специально приносила, она у меня всегда здесь лежит. И сверху свою куртку еще постелила. А куртка, которая здесь в гроте у меня всегда находится теплая очень. Я ее положила под спальник, чтобы не простудить почки. И жилетку от этой куртки, она типа вот такая вот утепленная. И я ее надела сверху на кофту и под низ надела термобелье. Хочу заодно похвастаться.
У меня сейчас вот такие окошки есть. Помните, у меня порвался тент здесь, в гроте, когда мы с сыном ночевали, кто смотрел. Кто не смотрел, можете посмотреть. Вот, сломалась дуга, порвался тент. Одна подписчица мне очень-очень сильно в этом помогла. Она мне задонатила на ремонт палатки. И мне еще помимо ремонта хватило, давно-давно мечтала пришить вот такие вот окошки. Это летняя палатка. У нее окошки вот такие, сетчатые. И они сильно-сильно продуваются. В ателье я заказала вот такие окошки дополнительные, которые закрываются из палаточной ткани, и они не продуваются. Это вообще замечательно. Теперь у меня палатка теплее. Она, конечно, за счет этого немножко тяжелее стала, но это для меня не страшно. Самое главное, что мне теперь в ней тепло и уютно. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Холодно, очень холодно. Всю ночь мерзли ноги, прям очень мерзли. Сейчас до сих пор ледяные все, хотя в теплых носках. Такая я мерзлявая, на улице не так уж и холодно. До 5 утра нормально спала, потом проснулась и все. То сова тут ухала, потом мышь тут везде лазила, что-то скрябалась. Я ее шугану, она затихнет на какое-то время, потом опять лазит. Боялась я, что она палатку мне прогрызет, хотя смысл ей сюда лезть, если тут еды нет. Надо вылазить как-то, но не знаю как, холодно. Вылазить и сразу костерчик делать. Ой, как холодно. Зима зимой, никакой не март. Снега навалило за ночь. Идти обратно будет еще тяжелее. Что тут у нас на термометре? -9. Для кого-то это не дубак -9. Для меня дубак еще и с таким ветром, со снежной бурей. Снег так и валит, и валит. Как я домой пойду обратно? Идти-то прилично по снегу. Тяжко будет. Костровище со вчерашнего дня еще не остыло. Положила сухие веточки сосновые. И уже задымилась. Руки может. Костер разжигаю, руки мерзнут. Так только Алина, наверное, замерзает. Воду прятала с собой в палатку, чтобы она не замерзла за ночь. Я, кстати, еду вот сюда убирала. У меня тут вешалка такая импровизированная. От мышей подальше. У меня вырубился в ноль опять телефон. От холода он быстро садится батарея. Вот на пауэрбанке сейчас держу и снимаю.
Самое интересное не сняла. Тут же все в снегу было. Как задуло, как замело. Такая пуржища. Все просто сюда снегом стало заметать. У меня как раз телефон вырубился. Такое я не сняла. И красиво, и холодно одновременно. Сила природы. Пока телефон был отключен, я уже кашу заварила. Я уже зубы почистила, умылась. Вот сижу, ноги грею. Ноги сильно замерзли. И наблюдаю за этой стихией. Овсяная кашка с утра. Солнышко выглянуло. Смотрите, как красиво стало. Насколько солнышком веселее. Иду птиц кормить. Пошла в калошах, а снег-то глубокий, сейчас все ноги мокрые будут. Красота какая, солнце вышло вообще. Как же красиво. После такой пурги такая красота. Вот мои ноги все в снегу. Сейчас приду в грот, надо будет все это отряхивать и сушить. Небо синее-синее прям. Даже не верится, что пару часов назад был такой дубак. Сейчас тоже холодно, но с солнышком приятней. Кормушку мне, кстати, приятель сделал. Я как-то сказала при нем, что хочу кормушку себе в грот сделать. Он мне взял и сделал. Хочу сейчас привязать ее, чтобы ее ветром не болтало. Ух, руки-то как мерзнут. Могу ли я сейчас дерево обхватить? Все равно, наверное, будет болтать. Не могу крепко, руки сильно мерзнут. Потеплеет, перевяжу. Ну вот, птички угостятся. Сало не принесла в этот раз. В прошлый раз сало приносила. Некогда было зайти купить.
Додумалась в Калошах пойти, да? Ну, это ж я. Пока мой любимый грот. Поднимаюсь наверх. Фух. Все замело, все мои следы. Ничего не видно. Красиво зато как. Солнце светит, как хорошо. Налегке-то тут легко подниматься, а вот с рюкзаком такое себе удовольствие. Я еще стараюсь вот этих вот малышей не трогать. Как-то аккуратно, чтобы не сломать. Вот ветки мне тут хоть не хотят пускать. Не возьмешься сильно ни за что. Неохота ломать, они же тонкие. А это живые кусты. Летом они здесь зелененькие. Но тут недалеко. Подъем невысокий. Красота-то какая позади меня. Фу, я поднялась почти. Одну горку поднялась, и вон там еще потом подниматься. Но это уже ерунда. Обратный путь я, как обычно, снимать уже не буду, время на это тратить, да и уже снимала много-много раз. До встречи на моем канале. Всем пока-пока.